Друзья, сегодня про Албанию. Если есть факт, который шокирует туристов в Албании первым, это бункеры. Маленькие бетонные купола стоят буквально везде – на пляжах, в полях, в горах и даже во дворах жилых домов. Их построил коммунистический диктатор Энвер Ходжа, который всю жизнь боялся вторжения. По разным оценкам, стране возвели от 170 тысяч до 750 тысяч этих сооружений. То есть при желании бункеров хватило бы на всех. Один из самых диких фактов из эпохи коммунизма: в международном аэропорту Тираны на постоянной основе работал штатный парикмахер. Его задача была стричь бороды и длинные волосы прибывающим иностранцам. Длинные волосы и борода считались символом упаднического Запада, и впустить таких людей в страну было нельзя. Так что прямо в зале прилета мужчин принудительно подстригали под нормы социалистической эстетики. Дуа Липа – албанка. Эту певицу знают во всем мире, она свободно говорит по-албански. В Албании ее считают национальной гордостью, а ее концерты в Тиране собирают десятки тысяч человек. Албанцы кивают наоборот, и это сильно сбивает с толку. У албанцев кивок головой сверху вниз чаще означает «нет», а покачивание из стороны в сторону – «да». Туристы попадают в нелепые ситуации регулярно. Спрашиваешь у местного дорогу, он мотает головой, а это оказывается «да, тебе туда». До 90-го года личный автомобиль в социалистической Албании был под полным запретом. Машины полагались только партийной верхушке, и на всю страну их было от силы 5-7 тысяч. Когда границы открылись, страну буквально захлестнула волна подержанных мерседесов, и эта любовь к марке жива до сих пор. Бензин в Албании стоит дороже, чем во многих развитых странах Европы, и цена удерживается из-за высоких внутренних акцизов. При этом стоимость проживания в местных отелях и хостелах остается одной из самых низких на континенте. Слово, которое нельзя нарушить. Беса – это неписанный кодекс чести, который для албанца важнее закона. Если человек дал слово, он выполнит его, чего бы это ни стоило. Если пообещал защитить гостя, отдаст за него жизнь. Именно беса во время войны заставляла обычных крестьян прятать в своих домах беженцев, даже зная, что за это может пострадать вся семья. Женщины, поклявшиеся стать мужчинами. Древний закон допускал необычный обряд. Если в семье не оставалось наследников мужчин, женщина могла принести обет безбрачия, начать носить мужскую одежду, брать в руки оружие и вести все дела наравне с мужчинами. Их называли бурнеша. Сегодня их остались считанные единицы, но в обществе их по-прежнему уважают. В 1967 году Албания официально объявила себя первой в мире страной без религии. Все храмы, мечети и церкви закрывали, ломали или переделывали под склады. Молиться стало уголовным преступлением. Такого радикального эксперимента над верой не проводила больше ни одна страна в истории. Плюшевые мишки от сглаза. В албанских деревнях на крышах строящихся домов часто можно увидеть подвешенного плюшевого медведя или старую куклу. Это древний оберег – дардолец. Считается, что игрушка отвлекает на себя зависть и дурной глаз соседей. Чем заметнее и страшнее игрушка, тем лучше она работает. Албания – одна из стран с самым молодым населением в Европе. Средний возраст жителя – около 34 лет, что заметно ниже, чем в Германии, Италии или Греции, где средний возраст приближается к 50. Это значит, что страна по демографии скорее похожа на быстрорастущие государства Азии, чем на стареющую Европу. Албанцев за границей в 3 раза больше, чем дома. В самой Албании живет чуть меньше 2,5 миллионов человек. А вот за ее пределами от 7 до 10 миллионов этнических албанцев. Они расселены как по соседним странам, так и по многим удаленным, вроде Соединенных Штатов. Получается, что родина – самое малочисленное место, где живут албанцы. Язык-одиночка. Албанский язык – настоящая загадка для лингвистов. Он входит в индоевропейскую семью, но образует там полностью отдельную ветвь. Близких живых родственников у него вообще нет. Ни итальянский, ни греческий, ни славянский языки на него не похожи. Он остался один такой во всей Европе. Сами албанцы называют свою страну не Албанией, а Шкиперией. В переводе это означает «земля орлов». Поэтому главный символ страны – черный двуглавый орел на красном фоне. Этот герб уходит корнями еще в 15 век,
ко временам национального героя Скандербега. Значительная часть одежды и обуви известных итальянских люксовых брендов на самом деле отшивается на фабриках в Албании. Стоимость рабочей силы здесь ниже, а логистика до Италии занимает мало времени, так как между странами всего 70 километров по морю. За всю историю участия в Олимпийских играх албанские спортсмены не завоевали ни одной золотой медали. Первые в истории страны бронзовые награды были получены только на летних играх в 2024 году в соревнованиях по борьбе. Охридское озеро на границе с Северной Македонией – древнейшее на континенте. Ученые оценивают его возраст в 3 миллиона лет. За это время в его водах сформировалась уникальная экосистема. Здесь живут рыбы и моллюски, которых больше нигде нет. В городе Джирокастро, в крепости под открытым небом, стоит американский реактивный самолет Lockheed T-33. В 1957 году он нарушил воздушное пространство Албании, и его принудительно посадили. Коммунистические власти потом десятилетиями выставляли его как трофей в борьбе со шпионажем, и до сих пор он там стоит. В начале 2000-х мэром Тираны стал бывший художник Эди Рама. Он распорядился раскрасить серые социалистические панельные дома в яркие цвета, в полоски, узоры, геометрические фигуры. Город буквально преобразился за пару лет и перестал выглядеть как угрюмое наследие коммунизма. В Тиране, несмотря на общую привязанность населения к наличным деньгам и редкое использование банковских карт в магазинах, работает сеть криптоматов и открываются заведения с приемом цифровой валюты. Страна стала одной из первых в регионе, кто ввел специальные долгосрочные визы для удаленных работников со всего мира. Это вызвало приток иностранных специалистов в Тирану и прибрежную Саранду в зимний сезон. По официальной статистике, за последние 10 лет ежегодный поток иностранных туристов в Албанию вырос почти в 20 раз. Страна переживает самый быстрый туристический бум на Западных Балканах. В центре Тираны стоит огромное бетонное здание в форме пирамиды. Сначала его строили как музей Энвера Ходжи, потом в нем размещалась база НАТО, потом телевизионный канал и ночной клуб, а недавно его полностью перестроили в современный IT-центр для молодежи. И кажется, что это лучшее для него назначение. На городских и междугородних маршрутах можно встретить подержанные двухэтажные автобусы, привезенные из Великобритании. Внутри них часто сохраняются оригинальные таблички на английском языке и схемы движения лондонского транспорта. Шлем с козлом. На государственном гербе Албании над двуглавым орлом нарисован боевой шлем. На шлеме золотая голова козла с рогами. По старой легенде, дикие козы однажды помогли отряду национального героя Скандербега выйти из окружения в горах. С тех пор козел и попал на герб. В Албании ходит национальная валюта лек. Несколько десятилетий назад прошла денежная реформа и купюры поменялись. Но местные жители до сих пор часто называют цены в старых леках, просто прибавляя лишний ноль. Если вещь стоит 100 леков, продавец легко скажет 1000. Туристы при этом часто впадают в ступор. Здесь нет Макдональдса. Албания – одна из тех редких стран, где нет ни одного ресторана этой знаменитой американской сети. Местные обходятся своим фастфудом. У них есть своя сеть «Колоннад». Она работает по той же модели – яркие красно-желтые цвета, бургеры и картошка фри. На каждом шагу продают традиционные пироги «бёрек» с мясом, сыром или шпинатом. Работают локальные пиццерии. И, похоже, никто особо не страдает. При этом в Албании любят Соединенные Штаты как мало где в Европе. На улицах городов можно встретить памятники Биллу Клинтону и Джорджу Бушу-младшему, а также улицы и площади, названные в их честь. Когда сюда приезжают американские туристы, они обычно сильно удивляются. В городе Дуррес в 60-е годы один местный житель решил выкопать у себя в саду погреб. Лопата уткнулась в массивную каменную кладку. Вызвали археологов, и оказалось, что под жилым кварталом веками лежал огромный римский амфитеатр II века. Сегодня это один из крупнейших памятников античности на Балканах. Знаменитая монахиня и нобелевская лауреатка мать Тереза была албанкой по происхождению. В Албании к ней относятся с особой гордостью.
Ее именем назван международный аэропорт в Тиране, центральные площади и больницы по всей стране. Долгое время в албанских городах, включая столицу, у улиц не было официальных названий, а у домов – номеров. Местные ориентировались по приметам – за желтым домом, возле большого платана, около автомойки. Даже почтальоны разносили письма, спрашивая, где живет такой-то человек. Албания почти полностью обеспечивает себя электричеством за счет возобновляемых источников. Главным образом благодаря гидроэлектростанциям на горных реках. То есть страна живет практически на чистой энергии, чем могут похвастаться единицы государств в мире. Однако в засушливые летние месяцы этот экологический плюс оборачивается проблемой, и государство вынуждено закупать энергию у соседей по высоким ценам. Чтобы решить проблему зависимости от дождей и гидроэлектростанций, в стране построили крупные солнечные фотоэлектрические станции. Они помогают балансировать энергосистему в периоды засух. Сеть железнодорожных путей, построенная в прошлом веке, сейчас находится в упадке. Пассажирские поезда почти не ходят, станции заброшены, а рельсы местами заросли травой, напоминая музей индустриальной эпохи. Албания – одна из самых гористых стран Европы. Около 70% ее территории занимают горы и холмы. Самая высокая точка – гора Кораб на границе с Северной Македонией. Ее высота 2764 метра. Скадарское озеро Албания делит с соседней Черногорией. По площади оно самое большое на всем Балканском полуострове. В албанской части озера развито рыболовство, а на берегах гнездятся редкие виды птиц, включая кудрявых пеликанов. Город Шкодар на севере страны негласно считают велосипедной столицей Албании. Рельеф здесь плоский, поэтому 2 колеса исторически победили 4. На велосипедах ездят все подряд – школьники, домохозяйки, бизнесмены и даже пожилые мужчины в строгих классических костюмах. В том же Шкодере стоит старинная мечеть, купола которой покрыты настоящим листовым свинцом. Когда в 60-х в стране уничтожали религиозные объекты, эту мечеть не тронули. Официально признали ее важным архитектурным памятником. Позже свинец сильно объели мародеры, но сама мечеть устояла. В албанских городах жива красивая традиция – джиро. Каждый вечер ближе к закату местные жители выходят на главные улицы и неторопливо прогуливаются. Общаются с соседями, обсуждают новости, здороваются со знакомыми. В некоторых городах ради этого даже перекрывают автомобильное движение. Канатная дорога Дайти-Экспресс в Тиране самая длинная на всех Балканах. За 15 минут она поднимает пассажиров на вершину горы Дайти, преодолевая расстояние больше 4 километров над лесами и крышами городских кварталов. Сверху панорама на всю столицу. В пригороде Тираны огромный 5-этажный подземный бункер, построенный для высшего руководства страны на случай апокалипсиса, превратили в исторический музей. Он называется Банкарт-1. А еще есть в самом центре Тираны, прямо под зданием Министерства внутренних дел, огромный подземный комплекс Банкарт-2. Прогуливаясь по бесконечным прохладным коридорам с советским оборудованием связи, посетители физически ощущают, в какой изоляции жила страна. После атеистического эксперимента Албания не озлобилась, а наоборот стала образцом веротерпимости. В одном городе совершенно нормально видеть мечеть, католический храм и православную церковь буквально на одной площади. А внутри одной семьи спокойно уживаются разные веры, и все вместе празднуют праздники друг друга. В северном регионе Малесия-Эмадия, в районе деревни Речь, растут огромные многовековые плантации съедобного каштана. Осенью весь регион занят сбором этих орехов. Это и заработок, и еда, и даже народная гордость. Местные пекут каштановый хлеб и варят из них суп. Остров Сазан на стыке Адриатического и Ионического морей десятилетиями был закрытой военной базой. Сначала там стояли советские гарнизоны, потом албанские. Бункеры, склады оружия, подземные тоннели. Сейчас остров частично открыли для туристов летом. Можно осмотреть заброшенные военные объекты. Здесь учился будущий император. В руинах древнегреческого города Аполлония, недалеко от современного Фиери, в свое время учился ораторскому искусству и философии юный Октавиан,
будущий римский император Август. Именно здесь, в Аполлонии, он получил известие о кончине Юлия Цезаря и срочно отправился в Рим. В албанском обществе сохраняется высокий авторитет пожилых людей. К ним обращаются с подчеркнутым уважением, уступают лучшие места за столом и в транспорте. А при семейных спорах последнее слово почти всегда остается за старшим в роду. Это норма, никто не возражает. При этом забавный факт: в албанском языке грамматическая структура устроена так, что в разговорной речи практически отсутствует строгое разделение по уважительным формам обращения на «вы» к незнакомцам. Даже к официальным лицам в телеэфире могут обращаться просто на «ты». Город Корчу на юго-востоке страны называют албанским Парижем и культурной столицей. Тут открылась первая в истории школа на албанском языке. По вечерам по мощенным улочкам гуляют под звуки гитары. В Корче живет древняя традиция исполнения серенад. Архитектура здесь больше похожа на французскую провинцию, чем на Балканы. Многие современные албанцы носят имена, корни которых уходят к древним племенам иллирийцев. На улицах можно совершенно спокойно встретить мужчин по имени Илир, Генций или Агран, а женщин по имени Теута. Такая прямая связь имен с античностью сохранилась в немногих странах. Лагуна Караваста, окруженная сосновым бором Дивьяка, одно из последних мест в Европе, где гнездится кудрявый пеликан. Это редкая и охраняемая птица. Для туристов и фотографов тут построили специальные деревянные смотровые вышки. Карстовая пещера Пелумбас находится в ущелье реки Эрзен недалеко от Тираны. Внутри археологи нашли следы пребывания первобытных людей эпохи неолита и скелеты древних пещерных медведей. Получается, что эта пещера служила убежищем сразу нескольким видам тысячелетиями подряд. Традиционное албанское женское платье джублета – это очень тяжелая колоколообразная юбка, которую шили из узких полос плотного войлока и украшали сложной вышивкой. Ученые считают эту форму одежды очень древней. Недавно ее даже включили в список нематериального культурного наследия. Албанская Швейцария. Так местные ласково называют деревню Липуша и весь горный регион Кельмент на самом севере страны. Альпийские луга, заснеженные пики, традиционные деревянные дома, домашние сыры из овечьего молока. Почти Швейцария, только с балканским колоритом и значительно дешевле. В нескольких километрах к югу от Тираны на отвесной скале стоит средневековый замок Петрела. В средние века этой важной крепостью управляла Мамика Кастриоти, родная сестра национального героя Скандербега. Замок входил в систему сигнализации и обороны всего региона. Поселок Ксамил на Албанской ривьере знаменит белоснежным песком и бирюзовой водой Ионического моря. Пляжи здесь выглядят как карибские курорты, но цены значительно ниже, чем в соседней Греции. Поэтому летом сюда съезжаются туристы со всех Балкан. Маленький островок Тонга в Ионическом море лежит неподалеку от Ксамила. Он необитаем. Но любители подводного плавания приезжают сюда из-за естественных гротов, подводных пещер и абсолютно прозрачной воды, в которой видимость порой превышает 30 метров. Каждый год 14 марта вся Албания отмечает Дита Эверес – древний языческий праздник встречи весны. Главное угощение в этот день – круглое сладкое печенье балакумя, которое готовят из кукурузной муки. Праздник официально не рабочий день, и его отмечают семьями на природе. Каньон Асуми возле города Чоравода известен необычным сезонным эффектом. Весной, когда в горах тает снег, со стен каньона начинают стекать десятки временных водопадов одновременно. Картина впечатляющая. По самому ущелью в это время устраивают сплавы на резиновых лодках. Норвежские фьорды в Албании. Озеро Коман – это искусственное водохранилище, образовавшееся после строительства гидроэлектростанции. Рейсовый паром идет по узкому водному пути между высокими отвесными скалами. Пейзаж настолько похож на норвежские фьорды, что фотографии часто путают. Каменный мост о 13 арках. Возле города Шкодер сохранился старинный каменный мост Месси, построенный еще в XVIII веке. У него 13 арок разного размера, плавно перекинутых через горную реку Кир. Несмотря на возраст, мост в отличном состоянии и до сих пор красуется на десятках открыток. Каменный город Джирокастро внесен в список всемирного наследия.
Местные дома башенного типа построены еще в эпоху Османской империи, а все их крыши покрыты настоящим серым сланцевым камнем. Из-за этого весь город на горном склоне выглядит строго и монументально, как одна большая каменная крепость. Побережье Албании омывается одновременно двумя морями – Адриатическим и Ионическим. На севере и в центре – Адриатика с широкими песчаными пляжами и пологим заходом. На юге начинается Ионическое море с прозрачной водой и мелкой галькой. Место их стыка у города Влёра. Албанское побережье часто сравнивают с итальянской Тосканой или Лигурией. Те же оливковые рощи, те же скалистые бухты, та же кухня. Только цены здесь в 5 раз ниже, чем в Италии, и в 3 раза ниже, чем в соседней Греции. По этой причине бюджетные путешественники со всей Европы открыли Албанию как Средиземноморье для своих, и теперь приезжают сюда массово. А на этом у меня все. Если знаете еще какие интересные факты про Албанию, пишите в комментариях. Всего вам наилучшего и увидимся в новом выпуске.